Когда мы думаем о Первой мировой, что первое приходит на ум? Наверняка окопы Западного фронта, правда? Но вот что интересно. Пока там шла эта бесконечная война на истощение, совсем в другом месте, на юге, рушилась целая 600-летняя империя. И этот крах, по сути, и сформировал современный Ближний Восток. Давайте попробуем разобраться, что же там на самом деле происходило. Да, вот эти вот кадры, эти образы траншейной войны во Франции — это ведь только одна, пусть и самая известная, часть огромной глобальной картины. Война-то бушевала далеко за пределами Европы. И вот одним из таких ключевых, но, скажем так, часто остающихся в тени театров военных действий как раз и была Османская империя. Именно там, на этих гигантских пространствах, развернулась невероятно изнурительная и, как оказалось, решающая война. Ее исход — это не просто про победителей и проигравших. Нет, он буквально, вот прям как по линейке, нарисовал совершенно новую политическую карту Ближнего Востока. А с последствиями этого мы, по сути, живем до сих пор. Хорошо, чтобы понять, почему все было так сложно и так кровопролитно, давайте для начала просто посмотрим на масштаб, на тот стратегический вызов, с которым столкнулась империя. А это была ни много ни мало настоящая проблема 4 фронтов. Вы только представьте себе этот стратегический кошмар. Империю в буквальном смысле разрывали на части. Нужно было воевать одновременно на 4 совершенно разных театрах военных действий. Ресурсы ограничены, а враги наступают практически со всех сторон. Так, давайте просто посмотрим на карту этих фронтов. Что мы видим? На севере — это суровые горы Кавказа, бои с Российской империей. Двигаемся на юго-восток — Месопотамия. Там британцы рвутся из Персидского залива к нефти. Еще южнее Палестина, где идет битва за стратегически важный Суэцкий канал. И, наконец, самое сердце империи — проливы Дарданеллы. Их оборона от мощного десанта Антанты, которую мы знаем как Галлиполийскую кампанию. И вот чтобы понять, насколько разной и, скажем так, непредсказуемой была эта война, давайте посмотрим на 2 совершенно, просто кардинально разных примера. Начнем, пожалуй, с Галлиполи. Это история о почти идеальной неприступной обороне. Итак, что мы имеем? С одной стороны, у союзников очень дерзкий, амбициозный план — захватить проливы, взять Стамбул и, по сути, одним ударом вывести империю из войны. А с другой стороны, Османская армия, которая превратила эти скалистые неудобные берега в настоящую неприступную крепость, и они смогли отразить мощнейший десант. В итоге Галлиполи стало таким, знаете, хрестоматийным примером, символом того, как упорство в обороне и отличное знание местности могут победить чистое технологическое превосходство. Но, конечно, уроки Галлиполи не прошли даром. Союзники сделали выводы. И вот теперь давайте переместимся на юг, в Палестину. К концу войны они подготовили там свой ответный удар. И это была уже совершенно другая война. Битва при Мегидо — это 1918 год. Это, полная противоположность той позиционной мясорубки, что была в Галлиполи. Здесь союзники показали все, чему они научились за эти долгие годы. Смотрите, авиация обеспечивает господство в воздухе. Обманные маневры вводят османские войска в заблуждение. А потом кавалерия, которая в условиях пустыни сработала как прототанки, совершив просто молниеносный прорыв. Это была настоящая симфония, идеальное взаимодействие разных родов войск, война абсолютно нового типа. Да, тактика, стратегия, прорывы — это все, конечно, важно. Но ведь война — это далеко не только это. Давайте теперь посмотрим на более широкую картину, на те трагические последствия, которые этот конфликт принес всему региону. И вот здесь очень важно помнить одну вещь. За всеми этими стратегическими картами, за планами сражений, стоят просто неисчислимые человеческие страдания. Особенно, конечно, среди гражданского населения. И когда мы касаемся этих тем, взвешенность и точность формулировок становятся абсолютно критичными. Так, в 1915 году османское правительство инициировало массовую депортацию армянского населения. Это привело к гибели сотен тысяч людей. Сегодня эти события широко известны как геноцид армян. Здесь крайне важно отметить, что хотя подавляющее большинство историков и многие государства признают именно этот термин, Турецкая республика оспаривает такую квалификацию. Так что правовая и историческая оценка этой трагедии до сих пор остается предметом очень острых, ожесточенных споров. И это, кстати, далеко не единственный такой спорный момент. Вот возьмем, к примеру, знаменитое арабское восстание. То самое, что у всех ассоциируется с Лоуренсом Аравийским. А каково было его реальное влияние на ход войны? Так вот, историки до сих пор не могут прийти к единому мнению. Было ли это решающим фактором, который помог союзникам победить? Или все-таки это была скорее вспомогательная, такая партизанская война на периферии? И все это в конечном итоге подводит нас к очень большому и важному вопросу. А как вообще изучать историю, когда источники противоречат друг другу, а сами события до сих пор оспариваются?
Наверное, это требует от нас очень критического взгляда на любые источники, умения сравнивать совершенно противоположные точки зрения, и, что самое сложное, признавать, что на некоторые вопросы, возможно, мы так никогда и не получим простого и однозначного ответа. Что ж, давайте подведем итог. Война Османской империи в Первой мировой – что это в сухом остатке? Это, во-первых, история о сражениях в каких-то невероятных экстремальных условиях, от заснеженных гор Кавказа до раскаленных песков Палестины. Во-вторых, это, конечно, история об эволюции военной мысли, о том, как менялась сама война. И что, наверное, самое главное, это история о глубочайшей человеческой трагедии, той, что навсегда, безвозвратно изменила весь этот регион. И в конечном счете, вся история этого фронта оставляет нас с одним очень тяжелым вопросом. Вопросом, который, увы, актуален для абсолютно любого конфликта. Где же проходит эта тонкая, почти невидимая грань между тем, что называют военной необходимостью, и настоящей человеческой трагедией, гуманитарной катастрофой? Изучение этих событий, увы, не дает простого ответа. Да и, наверное, дать не может.